Как я попал в этот госпиталь? Это длинная история, которая тянется очень давно. Я все не мог понять, почему у меня отекают ноги, что мне только не ставили, какой диагноз. Одни говорили подагра, другие говорили сахарный диабет. Ни то, ни другое не подтвердилось. И когда уже у меня пошли гнойные фрункулы, друзья меня взяли в охапку и отвезли в военный госпиталь. Сказали, что здесь лучшие специалисты, хороший госпиталь. И у меня обнаружили золотистый стафилококк. И врачи очень удивлялись, как я вообще 8 месяцев с ним ходил и еще выжил. Потому что это может быть заражение крови. Чревато очень плохими последствиями. Поэтому мне сразу вскрыли все фрункулы в операционной. Операционная большая, красивая, стеклянная вся. Прооперировали, и вот вторую неделю я нахожусь здесь. Мне сказали, еще нужно неделю отлежаться. Мне ставят капельницы, дают таблетки. Ну и, собственно, каждый день перевязки раны на обеих ногах. По поводу того, как я заразился золотистым стафилококком, очень просто. Через мозоль, ребята. Не ходите босиком, если у вас на ногах какие-то открытые раны. По крайней мере, в Азии. Потому что много всякой инфекции, которая очень легко входит в организм через открытые раны. По неосторожности так вот у меня вышло. Довел это все до такой стадии, когда уже пришлось оперировать ноги. В больнице не кормят, поэтому часто заказывают доставку еды вьетнамцы. Тут это общепринято. И домой многие доставку еды заказывают. Никто особо во Вьетнаме не готовит. Дома именно. Либо они ходят в кафе, либо доставка еды. Это дешевле, это меньше затратно по времени. Да, какое-то такое поле маленькое, слушайте, но это не футбольное, а, наверное, как мини-футбол какой-то. Теннисный корт. И кареты скорой помощи, которые я снимал как раз сверху. Да, тут какие-то элитные палаты, отдельное обслуживание, видимо. Вот они, амбулаторные машины скорой помощи. Вот я лежу в отделении, там, где семьи и родственники военных могут лежать, поэтому там для гражданских. Вот такая у меня палата, кондиционер, одна кровать, которая у меня пустует, моя кровать, окно, смарт-ТВ есть. Вентилятор потолочный. Сейчас мы его включим. Здесь он запускается, регулируется скорость. Я не особо его включаю, у меня больше работает кондиционер. Холодильник, чайник. Очень удобная тумбочка, такая, когда нужно пообедать, подвигаешь такой столик. Эта штука, не знаю, что это такое, но она периодически начинает гудеть. Может быть озонатор, может быть еще что-то. Так, кресло тут. На кровати, сказали, может спать кто-то из моих друзей, родственников, если они хотят ночевать здесь. Здесь санузел с душем.
такое, в принципе, все, что необходимо есть. Это окно выходит прямо в коридор. Видимо, если кто-то тут закроется, не сможет выбраться, чтобы можно было залезть к нему. И такая уютная, чистенькая, аккуратная лата. В ногах такой сгиб можно сделать, поднимается. Вторая ручка. Пост медсестерка напротив меня. Сейчас сиеста, поэтому так тихо, никого нигде нет. Но видите, у них написан номер. Если что-то нужно срочное, можно по номеру телефона позвонить. Это стоят такие красивые букеты, потому что был недавно совсем день вьетнамских женщин. Это у них отмечается 20.10. Там у них комната для отдыха. И, собственно, во время сиесты они там сейчас все и спят. Здесь на обе стороны палаты расположены по коридору. Вот видите, из туалетов отдушины. Везде, в каждой палате можно залезть через это окно туда. Тут у нас такой козырек есть, но вход на него закрыт. По крайней мере, был вечером закрыт. Видите, сортировка мусора. Да, закрыто. Там как большой балкон. Но там высокий барьер, все равно особо не видно ничего. Сегодня погода хорошая. Вот они, палаты идут. Это места для посетителей, если нужно. Номера комнат, видите, написано, ну, палат, вернее. Тут у нас кулер с бесплатной водой, горячая, холодная вода. Кстати, тут какой-то общий душ, видимо. Наверное, не во всех палатах есть душ. Да, душевая, вижу, да, туалет. Наверное, не все палаты оснащены душем, раз есть общий душ. Какие-то технические уже, я так понимаю. О, открыли здесь балкон. Ой, какая красота. Я и не знал, что тут можно выйти. Это аэродром, старый заброшенный военный. Крутяк. По стоянке автобусов, все экскурсионные автобусы вот здесь находятся. Я знаю просто эту стоянку. Я нахожусь на 4-м этаже, а вот еще сколько этажей вверх у госпиталя. И там второе крыло. Тут, я так понимаю, есть у них какое-то свое приложение. По QR-коду можно скачать и, видимо, записаться к какому-то врачу. Так. А мы идем к лифтам. Здесь у нас курилка. Сейчас я покажу. Для куряк. Там у нас мусор, другое крыло, это курилка. Вот эти два лифта работают только для врачей, а вот эти для пациентов. Один грузовой, один обычный маленький. Там у нас находится внизу большая кафешка. Вот какая. Там часто смотрят матчи. Большая панель там висит. Вот она, эта кафешка внизу так выглядит. Тут можно купить соки, всякие колы, вкусняшки.
Вот это плазма, на которой всегда смотрят все. Ну и периодически здесь молодежь сидит. Там крыша такая натяжная, которую могут закрывать, открывать. Ну это вот центральный вход и выход. Каталки стоят. Меня, кстати, тоже первые дни на каталке катали. Здесь стоят такие автоматы. Я так понимаю, ID вьетнамское ты вводишь. У них у каждого вьетнамца есть вот такой вот инвентаризационный номер, так сказать. Ну и выбираешь какие-то услуги. Такая электронная запись, я так думаю. Если очередь создается, то показывают, где каждый должен стоять, на каком расстоянии. И в регистратуру то же самое, видите, разметки стоят. Вот центральный вход и заезд в госпиталь. Здесь стоянка для байков, для автомобилей. Если вот отсюда посмотреть, то видно море. Вот прям дорога прям на море выходит. Вон там кусочек моря видно. Насчет страховок. Страховки у меня нет. Страховки, они, может быть, не страховой случай, поэтому страховка может не покрыть лечение. По-моему, максимально, что я слышал, страховка может покрывать 20%. Не факт, что если у вас будет страховка, то вы сможете бесплатно лечиться. Это все равно обойдется вам в некую сумму денег. А если не страховой случай, то придется также точно платить. В страховке там прям каждый случай оговаривается. Если ДТП, если у вас, может быть, это не включено, и вы, попав в ДТП, вы полностью будете всю сумму лечения оплачивать. Боковые входы, они типа приемных отделений, что ли. Но когда я поступил сюда, то как раз через вот это боковое отделение. Операционные тоже находятся внизу, на первом этаже. Здесь вот первичный осмотр у меня был, и здесь у меня взяли забор крови, как раз вот в этом, это вот сбоку выхода.